Ребята, всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать сквозную коррозию на кузове автомобиля без сварки и красить все это переходом баллончиком. Будет полезно. Погнали! Да блядь, ты не там, сука, нахуй заебала, блядь.
Прежде чем шпатлевать, я хочу прояснить несколько моментов. Когда вы шпаклюете свой автомобиль, вы должны понимать, что шпатлевать нужно тонкими слоями и за несколько раз. Потому что шпатлевка имеет свойство усадки, и если вы наложите большой толстый слой, он рано или поздно очень сильно просядет и лопнет. А лопнет он почему? Потому что усадка вертикальная у шпатлевки и по длине. Соответственно, по длине она начнет усаживаться и рано или поздно в слабом месте лопнет. Следующий момент, который я хотел прояснить, что капот, крыша являются очень большими элементами с большой площадью и очень сильно нагреваются, то есть расширяется металл, и охлаждаются зимой, то есть сужается металл. И вот если вы нанесете неправильную шпатлевку на крышу либо капот, она у вас тоже лопнет и тоже отслоится. Во-первых, поверхность должна быть стабильная, не должно быть никаких хлопунов, то есть металл не должен играть туда-сюда. Если он будет играть туда-сюда, рано или поздно она тоже отвалится. И на крыше и на капоте нужно использовать только алюминиевую шпатлевку. Если там какая-то маленькая шишечка, это не важно. Если будет большая поверхность, особенно на темных цветах, потому что темные цвета летом греются гораздо больше, чем белый, серебристый, обязательно используйте алюминиевую шпатлевку, потому что у алюминиевой шпатлевки максимально приближенное температурное расширение с металлом. То есть они одинаково расширяются и сужаются при нагревании либо при охлаждении. Вот так.
Когда вы перематовываете грунт, имейте в виду, что поверхность перехода с грунта на старое лакокрасочное покрытие должна быть идеально гладкая. Если вы не сделаете поверхность идеально гладкую, вот в этом месте, где опыл грунта, то зерно краски ляжет неравномерно. Здесь гладенько, здесь неравномерно. И когда ты отойдешь в сторону, обычно это на светло-серебристых цветах, то будет обрисованный ваш грунт. И получится такая козябры-шмазябры. Будет очень некрасиво. Имейте в виду, все нужно сделать очень гладенько. Итак, берем мягенькую губочку, это 1200 наждачка, и замотовываем где-то с захватом в радиусе 20 сантиметров. Можно больше, меньше нельзя. Дальше объясню почему. Итак, этот капот я потом буду красить совершенно в другой цвет. Я вам показываю просто наглядный принцип. Вчера я зашел в строительный магазин, чтобы купить черную краску. Там он гораздо дешевле. Если базу подбирать и загонять в баллончик, это будет раза в 3 дороже. Но мне это все не важно, потому что мне вам главное показать принцип. Значит, сейчас я наношу краску где-то с захватом сантиметров 5, после чего уже буду наносить лак. Эта краска акриловая, она в принципе даже для этого по факту не подходит. Я уже не говорю про совпадение цвета. Но для того, чтобы вам показать, будет отлично. Краска подсохла, сейчас наносим лак. Главное не выйти дальше, там, где я не замотовал, чтобы лак смог зацепиться. Погнали. Ну и последняя вишенка на торте, разбавитель для переходов. Сейчас я его нанесу, и он по факту должен сделать максимально ровную граничку между старым лаком и новым. При этом, что даже полировать не нужно будет. Как говорится, тут и к гадалке ходить не надо, чтобы понять, можно ли баллончиком сделать более-менее нормальный ремонт. Я вам, в принципе, показал все моменты, все тонкости, здесь нет ничего сложного. Единственное, нужно покупать вам этот баллончик с переходным растворителем или нет. Ну, на мой взгляд, он нужен в том случае, если у тебя нет полировальной машинки, и ты им хочешь так сделать, чтобы лак растекся, то есть без всяких вот козябр. Себестоимость этого ремонта была где-то в районе долларов, наверное, 20-25, когда новый капот этот стоит в районе 150, и то он не будет в идеале. Этот капот я буду потом красить в другой цвет, но об этом уже другая история. Но не менее важный момент, вам нужно обязательно изнутри обработать. Этот капот я обязательно обработаю изнутри. Чем обрабатывать? Вот здесь я оставлю ссылочку, там, где я делал дверь. Там я обрабатывал все это изнутри и популярно рассказывал, что и чем. То есть как-то так, ребят. Всем удачи, всем здоровья.
Ну и, как говорится, чтобы бабки водились и болезни не цеплялись. Все, пока.